Совместимость знака зодиака Овен с другими знаками зодиака. Овен – знак огня. Управляется он Марсом и обладает такими же качествами, как и планета Марс. Он импульсивный, активный, амбициозный, у него огромное количество энергии. Он лидер по жизни, он целеустремленный. Он храбрый и самоотверженный, и он не может усидеть на одном месте. Любви он очень преданный и очень быстро загорается, но, к сожалению, также быстро он может и разлюбить. Овен не терпит, когда им пытаются руководить или еще хуже контролировать его. Он независимый. На него нельзя давить и пытаться переделать его под себя, он просто разорвет отношения без сожаления. Но если вы его заинтересовали своей смелостью или такими же интересами, как у него, то он на вас обязательно обратит внимание, и у вас может появиться шанс быть с ним. Но только ни в коем случае не давите на него, не надо никаких звонков, СМС, особенно со слезами или уговорами. Овен этого не терпит. В отношениях он романтичен и любит очень преданно, но он никогда не простит измену партнеру. И партнер, который ему изменил, будет для него просто как пустое место. Он ценит любовь и верность и стремится к долгосрочным отношениям. И он не будет изменять. И точно такой же самоотдачи он требует от своего партнера к себе. Два овна, два огня. У них одинаковый характер, и оба они импульсивны, оба страстны, они упрямы и стремятся к лидерству. У них часто могут возникать ссоры. Они страстно поссорились, выплеснули свою эту энергию и точно так же страстно помирились. Они не злопамятны, они быстро остывают. И им никогда не бывает вместе скучно, и для них очень важно в отношениях, чтобы у каждого были какие-то свои цели, или у них были бы общие цели и проекты, куда они вкладывают свою энергию, чтобы они могли вместе выплеснуть свою активную энергию, свои лидерские качества в какое-то свое дело, в работу, в бизнес или хотя бы в спортзале. Тогда отношения у них будут более гармоничные, и борьбы за лидерство в отношениях уже не будет, потому что каждый проявит себя в своих делах и в своей сфере. Овен и Телец. Овен активный, у него огромный запас энергии, и он не может усидеть на месте. Он постоянно бежит, спешит, у него куча идей, проектов. Ему нужно везде успеть. Телец, он более спокойный, он никогда никуда не спешит. Ему нужны более комфортные условия для жизни, и он не может резко вскочить и побежать. Ему сначала нужно все обдумать. Он более медленный, земной знак. И активный Овен может его раздражать своей быстротой и активностью. И если Овен будет постоянно подгонять Тельца, еще и комментировать его какую-то медлительность, то Телец может обидеться. Он это не покажет сразу Овну, а он будет постепенно копить в себе обиды, пока не взорвется в какой-то момент. Обычно, если в отношениях присутствует любовь, то они находят гармонию, уступая немножко друг другу. Овен более заземляется и становится более таким спокойным, видя, что жизнь – это не только достижение целей, а есть еще и комфорт, в котором можно и нужно наслаждаться жизнью и хоть немножко расслабляться. А Телец, глядя на Овна, становится, хоть капельку поподвижнее, и он ускоряется. Они оба понимают, что отношения – это работа, и работа над отношениями нужна, и они в этой работе, в этих отношениях перенимают качество друг друга. Овен и Близнецы – это идеальное сочетание по стихиям. Овен и Близнецы – они энергичные, независимые, с сильным характером, они легко увлекающиеся и неутомимые. Хорошо, когда все хорошо. Они легко загораются общими идеями, но также легко они могут и потерять интерес к этому. Хорошо, если у них общие цели, общая коммуникация – это то, что им нужно. Но Овен требует больше концентрации внимания на себя, а Близнецы – это воздух. Они не сосредотачиваются на одной цели, идее или партнере. Они более легкие и ветреные. Они могут много общаться и с другими людьми, просто потому что им интересно узнавать что-то новое или просто поболтать. Овна это может раздражать. Овну кажется, что он делает для отношений больше. Близнецы, по мнению Овна, постоянно дают повод для ревности, потому что он везде и со всеми, и не сосредотачивается на отношениях. И Овен это воспринимает как неуважение к себе, отсутствие серьезных чувств. Огню надо воздуха, чтобы поддержать и усилить свое пламя. Овну надо быть лидером в отношениях, надо, чтобы ему подчинялись, слушали его, и не всегда близнецы могут это ему дать. Но если в отношениях любовь, они вместе стремятся к гармонии, то всякие разные мелочи, они уходят у них на второй план.
Овен и рак, огонь и вода. Отношения считаются конфликтными и несовместимыми. Огненный, активный, страстный овен и романтичный, ранимый рак. Овен постоянно в движении. Он может быть немножко агрессивен и немножко групповат. Не потому, что рак его раздражает, а потому что овен, он такой, какой он есть. И он может этого не замечать. А ранимый рак воспринимает все очень близко к сердцу, у него постоянно меняется настроение. Рак воспринимает не то, что ему сказал Овен, а интонацию, как сказал Овен. И от этого у него могут быть и слезы, и обиды. Овен этого не понимает, он не обижал рака, он просто прямолинейно что-то сказал или высказал какое-то свое мнение, то, что думал. И поэтому рак может просто выглядеть в глазах Овна немножечко зацикленным на каких-то мелочах и очень зависимым от эмоций и настроения. Овен и лев – два огня. Это огненный союз, это страсть, это эмоции. Они оба яркие, у них одинаковый темперамент, у них одинаковый характер, и они оба эгоистичны. У них молниеносно разжигается пламя любви и страсти. Это два прирожденных лидера, и каждый хочет к себе больше внимания. И их союз будет успешным, если каждый научится хоть немножко уступать друг другу и прислушиваться к мнению партнера. Овен и Дева. Активный, творческий Овен, который не может спокойно усидеть на одном месте, встретил Деву. Спокойную, рассудительную, где на первом плане логика, анализ и планирование. Бесперебойная активность энергичного Овна плохо сочетается с монотонным ритмом жизни Девы. Для Овна темп жизни Девы, ему кажется довольно медленным, и это может его немного раздражать и выводить в какие-то моменты из себя. Дева зациклена на мелочах и нюансах, которые мало интересны Овну. В своих мыслях и стремлениях он уже где-то далеко впереди. Но если оба партнера найдут компромисс и не будут акцентировать внимание на недостатках друг друга, то у них получатся очень крепкие и стабильные отношения. Овен и Весы, огонь и воздух. Эта пара совершенно противоположна друг другу, а противоположности, как известно, всегда притягиваются. Они очень гармоничная пара. Такие пары либо с первого взгляда отворачиваются друг от друга, либо с первых слов находят взаимопонимание. Весы нравятся многим. А если добавить к этому их умение всем угождать, развитые навыки дипломатии, блестящий интеллект и одухотворенность, то Овен может увидеть в весах чуть ли не идеального партнера для себя. Весы могут научить Овна коммуникации и дипломатии, самоконтролю и более спокойно двигаться по жизни. А Овен придает весам стимул к действию без колебаний. У них много друзей, у них много общения, и они всегда за потусить и встретиться со своими друзьями. Овен и Скорпион, огонь и вода. На первый взгляд может казаться, что у них очень много всего общего. Вспыльчивость, импульсивность, темперамент, бескомпромиссный характер. И это все планета Марс, которая покровительствует обоим знакам. Овен такой, какой он есть, и снаружи, и внутри он открытый. Скорпион – вода, он носит маску. Снаружи он один, а внутри он может быть совершенно другим. Овен – оптимист, а Скорпион любит все драматизировать. Они либо вместе надолго, либо они никак. Они оба ревнивы. Партнер только их и больше ничей, но и каждый требует к себе особого внимания. Они оба верные и никогда не будут изменять, а их контроль где, с кем и как больше расценивается как забота. Они оба очень заботливые знаки и очень заботливы в отношениях по отношению к своему партнеру. Они ревнивы, но они доверяют друг другу. Они оба вспыльчивы. Только Овен в пылу эмоций все сразу выпалит, а Скорпион может затаить обиду и будет ходить обиженный. Овен будет чувствовать себя как бы виноватым, но он первый соберется силами и исправит положение. Скорпионы, они вообще довольно сложные люди, но они безумно верные и заботливые. И если они в отношениях, то они будут очень много терпеть и прощать. Главное, чтобы у них в отношениях не было обмана и лжи. Оба эти знаки не прощают ни обмана, ни лжи. Овен и Стрелец – два огня, два лидерских знака с сильным характером. Они отлично ладят между собой, они обретают гармонию и могут найти в друг друге намного больше, чем только страсть. Овен старается доминировать за счет силы характера и неиссякаемой энергии, а Стрелец – он индивидуальность, он старается доминировать индивидуальностью, идейностью, каким-то внутренним своим превосходством. И Овну со Стрельцом очень интересно. Для Овна Стрелец – он как наставник, как духовный учитель. Стрелец, как идейный вдохновитель, предлагает план, а Овен своей силой и выдержкой его может довольно легко осуществить.
Потому что Овен легко берется за дело, но если он не достигает быстро какого-то результата, то он может его бросить, а Стрелец ему как бы подскажет план его действий. А Стрелец рядом с Овном становится более легкий, более подвижный, и он уже не так все усложняет и идеализирует. Вместе они отличная пара. Овен может быть слишком поверхностным, а Стрелец более требовательным. От этого в их паре могут возникать разногласия. И Стрелец может уставать, опекать легкомысленного, по его мнению, Овна. Ему хочется расслабиться и отдохнуть от него. Но нагулявшись, отдохнув, проведя отдельно где-то отпуск, Стрелец возвращается с обновленными чувствами к своему любимому Овну. Обычно он дорожит крепкими отношениями с Овном, в которых обязательно присутствует и уважение, и обожание. Овен и Козерог. В натуре Козерог – консерватор, а Овен открыт к экспериментам и всему новому. Козерог – закоренелый материалист, а Овен очень часто пренебрегает низменной материальной стороной и тянется к более высокому и духовному. И во многом им бывает сложно понять друг друга, но они бы могли найти компромисс, если бы не гордость Овна, не позволяющая признавать очевидную правоту Козерога. Сколько бы Козерог не давал ему советов, Овен продолжит сначала делать, а потом думать. А Козерог в это время копит обиды и считает, что Овен ему не доверяет. Время будет идти, багаж обид у Козерога будет копиться. И будет видно, что Овен слишком поверхностно относится к Козерогу и совсем не интересуется тем, что творится в душе Козерога. И тогда Козерог может задуматься, что у них разная жизненная дорога. Козерог будет стараться вразумить Овна, оказывать ему знаки внимания и указывать на его ошибки, как бы учить его жить правильно. А Овен будет сопротивляться, потому что он независимый и прогибаться он не собирается. Также Козерог может обижаться и просто закрыться в себе, тогда Овну станет скучно, и он, скорее всего, будет искать себе другого партнера. Но если в отношениях любовь, и люди любят друг друга, то они обязательно пойдут на уступки и найдут компромисс. Овен и Водолей. Оба знака коммуникабельны, но Овен более прост в общении и отношении к себе. У него хорошее чувство юмора и самоирония, а Водолей он более горд и возвышен. Грубоватый стиль общения Овна может задевать Водолея. Овен в общении и изложении мыслей он более прямолинеен, а Водолей, по мнению Овна, говорит более витиевато и неконкретно. И это может раздражать Овна. У них прекрасное взаимопонимание в достижении своих решений и целей. И часто Водолей строит из себя персону, немного принадлежащую к высшему обществу. Для Овна это выглядит как театр и смешно. Овну надо либо приспособиться к этой завышенной самооценке Водолея, либо просто не обращать на это внимания и не переделывать никакими претензиями Водолея. Водолея нельзя назвать ревнивцем. Он сам не приемлет флирт и измены, и этого же он требует от Овна. А Овен любит производить впечатление на противоположный пол. Из-за этого у них могут возникать проблемы и недопонимания в отношениях. Водолей – прекрасный психолог. И он может очень хитро и интеллектуально манипулировать Овном, создав такую иллюзию ему подчинения, и из этого подчинения хитрого он может хитро управлять Овном. Например, спихнув с себя на Овна большую часть домашних дел и проблем. И он сделает это так, что Овен сам возьмет на себя всю ответственность за их отношения. Овен и рыбы, огонь и вода. Овен является первым знаком зодиака, и поэтому он привык быть первым во всем. Рыбы же последний знак, и конкуренция за первенство их очень мало волнует. Овен достигает независимости за счет доминирования и подчинения других, тогда как рыбы могут быть просто независимыми сами по себе. Они живут в своем собственном тихом и спокойном мире. И мир рыб во многом может не совпадать с пониманием мира Овна, в котором происходит постоянно круговорот событий, встреч, людей, взлетов и падений. Рыбы живут больше внутренним миром, а Овен – внешним. Но это совершенно не мешает паре сохранять свои отношения в течение многих лет. Конечно, у них, как и у всех, есть житейские проблемы, несовпадения в характере, но есть и что-то более возвышенное. Овен в рыбах ценит то, что они всегда его выслушают, помогут ему советом. Конечно, рыбам не угнаться за энергичным Овном, но они более мягкие и медленные. Овен наполняет рыб каким-то источником энергии, к которому они прикасаются именно через Овна. Хорошо, если они разделяют обязанности в семье. Овен – добытчик, а рыбы занимаются хозяйством.
Рыбы довольно ранимые, и они могут чувствовать себя некомфортно из-за агрессивного тона овна, особенно когда он на эмоциях с чем-то хвастается, что-то рассказывает или просто грубо шутит. Проявления эмоций для знаков огня и воды, они абсолютно разные, и полной гармонии добиться здесь довольно сложно. Проблем в паре немало, но это нормально. Что Овен и рыбы, они могут сходиться и расставаться, в принципе, всю жизнь. Вспыльчивый Овен активно раздувает конфликты, а рыбы иногда остужают его пыл. Но бывает так, что и рыбы еще больше провоцируют его на конфликт, чтобы получить себе статус обиженных и потом манипулировать Овном.